Всем героям большой-большой привет, с вами на связи Импреза, и сегодня в обзоре у нас будет Темный Маг. Герой достаточно популярный среди игроков, очень многие его любят, очень многим он нравится, и давайте разбираться, почему он нравится, за что его любят и так далее. Что же в нем такого интересного и прекрасного можно найти. Прежде чем начнем, по традиции всех приглашаю вот сюда. Ссылка есть внизу в комментарии, также есть наверху в описании. Все это можно найти, посмотреть, вступить. Запустил, кстати, а, розыгрыши теперь будут у нас на регулярной основе, поэтому заходите. Розыгрыш будет проводиться, то есть там условия простые, нужно быть участником группы и поставить огонечек. Нужно найти запись и к этой записи поставить реакцию огонек. Также есть вот здесь у нас группа, тоже можете заходить. Есть чат, для того, чтобы в чат вступить, пишите мне в личные сообщения, ну прям так и напишите, хочу вступить в чат. Всех добавлю, всех примем, теплая дружеская атмосфера, коллектив, общаемся, обсуждаем игру, делимся советами и помогаем друг другу. Всех буду рад видеть. Итак, темный маг. Что у нас здесь? Здесь у нас магический урон, да и в целом-то и все. Больше интересного ничего нет. Все самое интересное у него находится здесь, в прогрессах по уровням, ну и, естественно, в кузнице, как и у всех остальных героев, если кузница, конечно, есть. Итак, давайте смотреть, что у нас идет. 50% в общей сложности урона к магическим повреждениям. И вот тут уже начинается интересное. Плюс 1 проникающий урон. Что это значит? Во многих роликах этот момент я объяснял, но все равно периодически этот вопрос задается. То есть ребята, которые не понимают, что это значит. Чтобы это понять, нужно просто представить толпу из мобов и летящий в эту толпу снаряд. Если летит какой-нибудь снарядик, то и у вас есть вот этот эффект плюс 1 проникающий урон, то снаряд не остановится на первом мобе, он остановится только на втором. Если проникающий урон плюс 2, то получается он первого пролетит, заденет, нанесет ему урон мобу, второго через второго пролетит, заденет, нанесет ему урон, и вот третьему даст тоже урон, и там уже установится. И там он уже не установится, естественно, а остановится. То есть вот так это и работает. Это и есть проникающий урон. Дальше, что у нас? Плюс 15% к длительности статус эффектов добавляется. И на 140 уровне вот этот проникающий урон у нас становится показатель плюс 5. Это, конечно, сильно. Это, можно сказать, в несколько раз, наверное, даже увеличивает ваш урон, потому что у темного мага, вообще герой, если честно, достаточно такой вот, он и интересный, и сложный одновременно. То есть тут много таких вот есть нюансов, в которых нужно разобраться, просто все это посмотреть, и потом уже со временем какое-то понимание к вам оно придет. Именно по этому герою. Понятное дело, что если вы его откроете в самом начале игры, вам, может быть, покажется, что нету какой-то там суперсилы, вот он фиолетовые вот эти снаряды выстреливает, и в целом-то и все. Ну нет, если его прокачать, если его раскачать, вот он у меня 4 звезды, но 140 уровень я не делаю, потому что играю мало, и со сферами у меня постоянно какая-то катастрофа, там постоянно какая-то беда, мне их прям категорически не хватает обычно, но в общем-то и целом я бы, конечно, возможно, бы и сделал, но сейчас пока не вижу в этом смысла, потому что по факту мне нечего закрывать. То есть нет такого контента, который бы прям я очень бы сильно хотел закрыть в этой игре. Вот. И если во всем этом разберетесь, я имею в виду в темном маге, если вы прочитаете вот эти все скиллы, поймете все это, как это все работает, если у вас будут открыты еще и другие герои, глобальное усиление к ним тоже, если заберете, то с каждым разом, когда вы будете эти глобальные усиления открывать, вам будет становиться все легче, легче, легче и легче, и приятнее играть за
Не только за темного мага, но и за всех остальных. Итак, что у нас здесь по скиллам? Здесь прям поподробнее, я думаю, остановимся чуть-чуть. Не просто, как обычно, прочитаем, а прям вот постараюсь комментарии вам предоставить. Все, кто ушел под действием эффекта разложения, могут на 8 секунд оставить за собой проклятую область. Враги, которые попали в эту область, замедляются на 50% и получают определенное количество периодического урона. Давайте здесь не буду, как обычно, цепляться за вот эту фразу «периодический урон», но понятное дело, что он там с какой-то регулярностью будет выпадать. И урон этот достаточно неплохо проявляется. Но что здесь интересного есть? Ну, во-первых, для себя мы выделяем то, что у нас есть урон. Если мы его прокачиваем, то число растет нереально. Также у нас второй момент – это появляется замедление на 50%. Это немного, это немало, это как минимум доп. Урон, статус-эффект у нас работает. Ну и контролирующий статус-эффект, то есть добавляется контроль, мобы до нас не будут быстро доходить, а будут доходить на 50% медленнее. Это хорошо. И вот самое интересное здесь то, что вот эти вот мобы на 8 секунд они оставляют за собой вот эту проклятую область. И, соответственно, это также является дополнительным уроном. То есть этим нужно пользоваться и все упирается, конечно же, в то, что нужно просто вот прокачивать вот эти скиллы по возможности, и тогда игра, она станет намного-намного легче. Давайте смотреть дальше. Все здесь вот так вот немножко вот пересекается, переплетается, все взаимосвязано. Темный маг источает ауру. Все, кто попадают под действие ауры, еще дополнительно получают периодический урон от разложения. И, соответственно, тут нужно понимать про разложение, про вот эти вот эффекты, что вообще вот это вот такое происходит здесь. То есть это нужно просто немножко поиграть. Даже если вы будете играть на нем периодически, я думаю, что со временем вы поймете и раскроете всю вот эту вот его мощь. Очень много всяких разных эффектов, там вот эти звездочки крутятся, и то есть и вы вот это все, когда увидите, я думаю, что, ну, как минимум, вы впечатлитесь. Ну, в любом случае, положительные эмоции у вас этот герой оставит. Даже несмотря на то, что его вот любят рогатым называть, хотя мне кажется, такое вот обидное. Ну, темный маг и темный маг. Темный маг нет ног. Так, неизбежное увядание. Вот оно, переплетение. То есть у нас есть здесь разложение и вот здесь. Разложение теперь может накапливаться на врагах до 2 раз. То есть у нас есть разложение, оно наносит определенный урон, но оно по времени действия, по длительности, да, оно ограничено. То есть оно у нас проходит раз, проходит два и, соответственно, больше не появляется. И вот если мы этот показатель будем с вами прокачивать, то, соответственно, у нас регулярность и возможность а, получить еще раз вот это вот разложение, оно увеличится, и у нас будет там 2, 3, 4, 5, 6, соответственно, чем выше уровень, тем больше, то есть и больше будет у вас урона. Сложный, очень сложный герой для понимания, но интересный, видно, что прям постарались, у него и кузница там тоже интересная, то есть это вот вообще прям вот источник урона, там скопление всего и вся, и вот он, ну, он просто великолепен. Кстати, о том, где его использовать. Вообще он является королем как минимум 2 режимов. Ну, во-первых, в событии гильдии при прокачке полной, если у вас будет Эва, мы с вами знаем, что есть там определенный потолок, можно сделать результат в 30 тысяч, ну как это назвать, чтобы пропустило. В общем, 30 тысяч положенных врагов, ну скажем так. Вот. И темный маг, вот этот
вот эту планку, он ее не видит, если у него есть Эва. Он эту планку может перепрыгнуть. Не сильно, но может. То есть он может и 30 500 сделать, и 30 600. Это я вам говорю чисто вот только про не про очки в целом с бонусами. И это я вам говорю про именно вот про количество вот этих вот положенных врагов. То есть обычно там 29 990 мы делаем, да, а вот у него может быть 30 200, 30 300, там 30 500, 30 600 и выше. Все зависит от прокачки вашей. Вот, это первый режим. Но опять же учитывайте, что нужна эволюция как минимум. Без нее вы не сделаете такой результат. Второй момент. У него прекрасно получается справляться с режимом подземелья. У него вот этот проникающий урон, он всех цепляет и замедляет. Урон и отсюда, и оттуда, и там, и сям. И вот, соответственно, все это в сумме у него складывается, и он становится таким хорошим прям чистильщиком карты. То есть у него прям обалденно получается вот это вот с толпой мобов в подземелье справляться без каких-либо проблем. Вот, поэтому прокачивайте подземелье. Это хороший режим, который приносит вам пыль, приносит ключики, свитки и так далее. То есть нужно обязательно туда ходить. Так, что еще? Можно в целом пробовать его в PvP. Тоже будет неплохой вариант. Бывает, что ребята натыкаются на темных магов и не получается их никак побороть, никак не получается просто вот одолеть вот это вот, одержать над ними победу. Да, темный маг, он силен, все у него работает, весь этот урон, он прекрасно из него выливается, и поэтому хорош он в большинстве режимов. На боссе результат у него будет не самый лучший, конечно. Вот интересно, да, конечно, механика работает, что вот урона вроде бы полно, и он и там, и сям у него все получается, но вот в некоторых моментах он не работает. Да, он будет не самым плохим, он будет вот, ну, среднячок, то есть понятное дело, что есть герой лучше, но у него не получится на боссе выдать урон, ну вот просто вот такова особенность вообще механика вот игры, вот она просто такова, и с этим нужно смириться. В кошмаре тоже можете попробовать, можете побегать, тем более сейчас есть вот этот автоприцел. И я думаю, что у вас получится, тем более если будет определенное количество урона, которое будет вам позволять проходить кошмар, то я думаю, что вы прям с удовольствием этот режим пробежите. Так, давайте смотреть, что у нас здесь в кузнице. Здесь слева под действием неприходящего мучения наносят на 15% меньше урона, то есть враги становятся слабее. И не вижу абсолютно никакой пользы здесь, потому что можно выбрать вот это. Неприходящее мучение увеличивается на 20%. Область неприходящего мучения это вот, давайте посмотрим сразу. Вот они, вот эти звездочки, которые появляются, и там уже они там, по-моему, еще крутиться начинают. Я просто редко за него играю. Вот честно вам скажу, я этого героя не люблю. Но я знаю, что он очень хорош, поэтому я просто обязан про него все рассказать как есть. Вот, я его не люблю, вот, ну вот просто вот не знаю почему. Ну, чем-то вот он мне не нравится. Есть куча других вариантов, но тем не менее он хороший, надо это признать. Вот, неприходящее мучение, да, мы уже с вами это все посмотрели. Вот эти звездочки появляются, соответственно, урон у нас есть. Здесь поэтому лучше выбрать именно правую сторону, чтобы область была выше. Пусть мы будем больше наносить урона, чем нам меньше будут его наносить, потому что все-таки в приоритете в этой игре отдать урон, нежели чем получить его, пусть даже и меньше. Здесь область ауры разложения увеличивается на 20%, либо на врагов под действием ауры разложения каждые 2 секунды накладывается эффект разложения. То есть здесь будет уже работать второй скилл, аура разложения. И получается, мы будем этот эффект накладывать. У нас сверху вот эти вот фиолетовые иконки будут появляться. Но сейчас в подземелье пойдем и все увидим. Здесь лучше выбрать именно Ой, не туда нажал, правую сторону.
Так, глобалка обалденная. Также 1.05 урон это очень и очень хорошо, поэтому забираем, в любом случае прокачиваем. Это редкость. В основном 1.025, 1.05 реже, еще реже 1.01. Не понимаю, почему нет 1.075. Было бы здорово. Дальше. Фолиант темной силы, насылающий на разлагающихся врагов эффект изнеможения, полностью отбирая их выносливость. Ничего про это не могу сказать. Можно в чате пообщаться, там и в одном, и в другом. По-любому есть ребята, которые сделали Эво темного мага. По-любому они понимают, что это такое и как это работает, и где это вообще применять. Ну, к сожалению, пока что у меня нет такой возможности об этом рассказать. Рано или поздно это все будет, это вопрос времени. Обязательно я вам про это все дело расскажу. Ну и здесь либо лево, либо право. Слева у нас каждое оглушение, вызванное увяданием, может создать ударную волну, которая наносит 500% урона по области. И здесь рекомендуют поставить левую сторону, потому что справа враги под действием эффекта разложения с вероятностью 50% могут выстрелить вокруг себя снаряды, которые наносят 300% урона. Тоже вот ничего не могу про это сказать, эффективно это или нет. Интересно, конечно, все это потестировать. Но я думаю, что обязательно когда-нибудь отдельный ролик у нас выйдет, в котором мы с вами посмотрим и потестируем левую и правую стороны, как это было с астральным магом в свое время. Так, ну что, давайте теперь уже пойдем в подземелье. Будем смотреть, как темный маг там себя вообще проявляет. И давайте смотреть, как у него красиво там это все летает и кружится. Кружится, кружится. Так. Ну, давайте добавим. Прибавим урон. Ну, кстати, да, надо брать. Удвоение обязательно. Перезарядка тоже. Вообще вот этот поток, вот эта волна, мне прям очень нравится, как она у него выглядит. И вот столько всего насыщенного у него и интересного такого достаточно. Поэтому здорово он себя проявляет великолепно. Так, ну давайте шарик возьмем. Вот скорость снарядов хотел взять. Ладно, возьмем критический урон. Вот у нас звездочка вот эта крутится. Это значит уже работает вот этот первый скилл. И соответственно урон уже пошел в оборот. И мы вот успешно всем вот этим вот сейчас будем пользоваться. Нас это все будет прикрывать. И вот эти вот значки фиолетовые тоже уже появляются. Поэтому все. Ну тут уже без вариантов. Тут прям полный хаос пошел. И это мы еще не прокачали до конца. Основной фолиант. Сейчас мы его сделаем. Еще в области прибавим. И будет вообще красота. Так. Ну хорошо, берем клык. Снаряды, снаряды. Области прибавим. Сейчас еще бы яда бы взять. Ядовитые дротики. Почему-то не хотят они падать. Еще прибавляем урон, еще прибавляем область. Потихоньку нас сейчас тут уже начинают подъедать. Давайте прибавим урон, чтобы статус эффекта у нас работал. Контрольная точка. Ну вы сами все видите, то есть очень много, да, у него сейчас еще один пробивающий урон прибавим. И вот снаряды у него летят, 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 летят вообще без остановки. Ну, это вообще, это прям фишка его, можно сказать. Вот куча снарядов, все вращается, никто... Да нет, сейчас до нас дойдут. Ну ладно, это не страшно.
куча снарядов, и, конечно же, это очень и очень хорошо. То есть он прям поливает вот этими снарядами, и урон он идет, идет, идет бесконечно. То есть у него минус, конечно, в том, то, что вот эта ульта у него постоянная, но тем не менее она только в плюс. Сейчас добавим. Элитку что-то я не вижу, кстати, почему-то он не хочет ее поедать. Точнее, наоборот, я вижу элитку, но до нее почему-то снаряды не доходят. Видимо, слишком плотно. И вот как раз бы вот этот 140 уровень, который открыл бы плюс 5 проникновения, мне кажется, однозначно решил бы вопрос. Ну, ребят, в любом случае, давайте договоримся так. Эво я сделаю обязательно. Конечно, не буду ставить в приоритет. И обязательно я сделаю обзор на Эво. И мы с вами посмотрим вот прям во всей красе. Понятное дело, что большинство героев, они раскрываются только после того, как получается открыть Эво. И вот как раз это тоже один из героев, но тем не менее он и без Эво прекрасно себя чувствует во многих режимах. С Эво, конечно, лучше, без Эво тоже неплохо пойдет. Вот такой вот обзор получился. Если честно, прям очень долго я его не хотел делать, я его откладывал, но тем не менее он теперь есть, и вы его смогли посмотреть. С вами был на связи Импреза. Всем пока-пока, до новых встреч. Жду вас в группах, заходите.